Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем, либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича. Легалайз. О! Легалайз. Алло, кто тут чё? Слово «мир» оказалось самое экстремистское. Совесть, душа, рудименты дурацкие. Я один раз пережил это все, а второй жизни у меня нету. Андрей, ты один из ветеранов русского рэпа. Больше 20 лет назад ты участвовал в треке «Надежда на завтра». Это тот, где поется, что Россия вне политики. Спустя 20 лет ты стал автором нескольких очень ярких и громких политических высказываний в своем жанре. Ты высказался против агрессии России в Украине. И ты вынужден был уехать из России из-за своей позиции. Нам очень хотелось бы поговорить с тобой, как именно проходит вот этот путь от аполитичности к активной гражданской позиции. Хорошо, да, я предполагал, кстати, что примерно такой будет вектор, и мне самому интересно в нем разобраться. Ты уехал и опубликовал клип «Мир вашему дому». Да. Довольно резкое и прямое высказывание о том, что ты думаешь относительно того, что Россия сейчас делает и что внутри России происходит. Мир. Экстремистское слово, когда лупит бомбами во дворы знакомых. Железноперы проснулись вороны раздора, подло в облаках рисуя узоры. Мы всем районам должны сказать позор им. Вы мародеры, воры, больше не герои Зорро. Несколько вопросов. Ты этот клип делал вместе с Павлом Мунтяном. Скажем так, я делал песню, он делал клип. Абсолютно вот такой дуэт. Павел Мунтян, если кто-то не знает, это мистер Фримен. Это же нейросеть. Все эти монстры, которые появляются из Путина, Соловьева и всех остальных, это все сделала нейросеть. Да. Кто ее настраивал? Ребята, художники, Паша Мунтян и его большая команда, аниматоры. Это очень такая современная. У меня мой прошлый клип для этого же самого альбома в стиле Босха, такой сделанный из сгенерированных картин Босха, сделан тоже в Midjourney, тоже в нейросети. То есть это такая прям сегодняшняя такая современность. Может быть, это станет избитым, но пока не успело. Они делали полностью, все валю на них. Я только моргал, кивал и соглашался. Изначально у вас был план попробовать это сделать таким, чтобы закон не нарушало. Вы консультировались с Чиковым, и вы надеялись, что это может выйти и не нарушать законы. И вышло, и не нарушает. Если вы послушаете мой альбом на любых площадках российских, я думаю, что вообще на любых, кроме YouTube, где нецензурированная версия, и на огромном альбоме, который полон мата, каких-то ругательств каких-то и вымышленного насилия, единственная песня, которая говорит о мире, дружбе, она зацензурирована практически наполовину. Половина текста там вырезана. Я прислал Павлу Чикову, да, и спросил его, можно вот экспертный совет от вашей коллеги, какие слова возможно затереть, чтобы эту песню можно было выпустить. Он через несколько часов возвращается мне с ответом, он говорит, это просто невозможно, потому что эта песня просто от начала до конца практически экстремизм, это нужно убрать половину текста. Я говорю, пожалуйста, сделайте мне, уберите мне вот ровно ту половину текста нужную. И он мне присылает все убранные слова. Это мир, это война, там это... Слово «мир» оказалось самое экстремистское. Я ему сказал, а ты знаешь, может быть, это будет и прикольно. И я сделал такой, как мне кажется, это очень классный документ эпохи. Вот такая севернокорейская версия песни «Мир».
В альбоме можете послушать его да. Так, то есть, ну, какой-нибудь Яндекс.Музыки. Да. Это лежит Да. цензурированно. Да. Вашему дому. Вашему дому. Слушай, прям перформанс. Да. Так, ну на Ютубе, просто я-то слушал это на Ютубе, и там никакой цензуры. Да. То есть Ютуб это YouTube типа экспортная версия, а это внутренняя. Чудовищно. Реальность сегодня. Что сегодня не чудовищно связанное с Россией? А на iTunes? Да. Цензурированное? Да, цензурированное. На Spotify? Мои ребята, просто выпускающие лейбл, я их обезопасил, чтобы у них не было никаких проблем, чтобы они... Лейбл российский. Да. Очень крутые. Спасибо им за их мужество, спасибо им за их поддержку. От меня ломились все лейблы просто как от токсичного. Сразу нет. Как только я говорил про антивоенную тематику. Нет, сори, упс, нет. А они смогли. Что ты ответишь тем, кто скажет, что и как клип, и как текст это очень прямолинейно? Я просто не представляю, как по-другому можно говорить о таких детских истинах, которых нас научили просто с яслей. Но я не представляю, как бы я изобретательно или изоповым языком говорил о том, что соседа убивать нельзя. Нельзя нападать на соседнюю страну. Война – это плохо. Война – это плохо. Я не понимаю, как по-другому говорить. И зачем изобретать что-то? Встань и скажи. Это говно. Это преступники, которые напали на соседнюю страну и убивают людей каждый день, мать его. От нашего имени. В Европе есть несколько городов, куда активнее других переезжают работники IT. Это Берлин, Амстердам, Лондон, Лиссабон и Барселона. В Барселоне для привлечения работников IT построили целый инновационный район. Квартал 22 Арроба находится в восточной части Барселоны, в бывшем промышленном районе Побленоу. Раньше здесь были фабрики и заводы, а сейчас находятся офисы тысяч IT-компаний. Одна из главных достопримечательностей района — башня Акбар, или Огурец, как называют ее жители Барселоны. Кстати, Огурец — мое детское прозвище. Меня так называли во дворе. Юрец — Огурец. Квартал проектировался в логике, чтобы здесь можно было не только комфортно работать, но и разнообразно проводить время. Но самый кайф, что до моря 15 минут пешком. Именно здесь, в округе, селится большое количество людей, приезжающих в Барселону работать. У работы в международной компании есть много плюсов. При этом есть стереотип, что для трудоустройства нужно потратить 1000 часов для изучения языка. На самом деле все гораздо проще. Главное — придерживаться правильной системы обучения, и тогда получить оффер можно гораздо быстрее. Для этого в Skyeng запустили специальный курс «Английский для IT-специалистов». Это не просто обучение языку, а комплексное сопровождение от подтягивания вашего уровня до трудоустройства за 3-6 месяцев. На курсе вас обучат коммуникации с командой и клиентами, помогут правильно оформить LinkedIn и резюме, проведут тренировочные собеседования, научат вести переговоры о зарплате и сделают все, чтобы максимально повысить ваши шансы найти классную работу за границей. Но самое главное — это 40 интенсивных, индивидуальных занятий с премиум-преподавателем и неограниченное количество групповых занятий на IT-темы. Skyeng — крупнейшая онлайн-школа, которая уже больше 10 лет на рынке. За это время здесь научились преподавать быстро и эффективно. И сегодня учеба в Skyeng — это не только уроки с учителем, но и полноценные курсы с дополнительными преимуществами. Например, на всех курсах с вами работает персональный ментор, который следит за вашим прогрессом и помогает не сойти с дистанции. В школе большой выбор курсов под самые разные задачи, не только для IT. Выбирайте то, что актуально именно вам. А еще в Skyeng есть детское направление. И недавно они запустили домашний лицей. Это годовой курс по основным школьным предметам, необходимым для аттестации. Ваш ребенок может учиться из любой точки мира. Вы сами выбираете удобное расписание и делаете фокус на предметах, которые вашему ребенку интересны или которые нужно подтянуть. Ну а если для вашего ребенка сейчас не актуален вопрос перехода на домашнее обучение, в Skyeng можно купить курсы по любым школьным предметам и программированию.
Переходим по ссылке в описании и записываемся на бесплатную консультацию, чтобы узнать еще больше про курсы Skyeng и домашнее обучение. И не забываем про этот промокод. По нему можно получить скидку до 45%. Вперед! Мы с тобой пришли в район Ужупис. Это с литовского переводится как «Заречье». Здесь было место, где раньше селились там, не самые благополучные люди, а потом его отдали, как это часто бывает, художникам, и они его пересобрали. Здесь стали селиться художники, и в итоге это превратилось в творческое место с большим количеством мастерских, выставок, а потом баров и ресторанов. И это место примечательно в том числе тем, что здесь есть своя конституция. Она висит прямо на одной из улиц. Они такую шутейную, не совсем серьезную республику организовали, и там есть конституция. Например, каждый имеет право любить и опекать кошку. Каждый имеет право заботиться о собаке до конца дней одного из них. Собака имеет право быть собакой. Это, в общем, все мило и понятно. Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту она обязана прийти ему на помощь. Дикие люди, не пуганые. В смысле? Ну как, мы приехали, понятно, хотя ты, наверное, уже давно, а я вот еще из ГУЛАГа нашего такого, сгущающегося. Так, и как ты встречаешь такие места? Ну, тебя не удивление вызывает? Ощущение, какой-то кайф, и как это вообще правильно на самом деле. Жить так. И почему, и что мешает людям таким образом относиться к жизни. Не плодить насилие, не... Без доминирования какого-то, захватывания. Ну, всего такого нехорошего, в общем, что есть в совке. Я правильно понимаю, что у тебя прямо сейчас такая травма того, что ты... Осознание, ну, какого-то краха, что ли, веры, потому что верил я все-таки в нашу страну, что мы выбираемся оттуда, идем вперед, а мы оказалось, что слишком в этом ГУЛАГе, так называемом, слишком крепко застряли и вот вернулись опять туда. Есть ощущение, вот мы с тобой гуляем, общаемся, есть ощущение, что у тебя сейчас настолько как бы сложный период, травматичный, что ты, во-первых, на какие-то такие довольно прикольные, но очевидные веселухи европейские, типа, например, Республики Ужупис, ты реагируешь прям восторженно, а вот Россию ты как раз вспоминаешь с такой вот даже некоторой агрессией, называя ее ГУЛАГом. Не с агрессией, с досадой, и это правда и все оказалось, понимаешь? Россия, это фактически... Я много читаю про становление Третьего Рейха сейчас, и больше всего похожего вот как раз с тем временем такая вот Германия 1939 года. Творит зло. Единственное, что без поддержки населения это очень хорошо, потому что оно аморфное, оно такое просто предпочитает отсидеться дома. Вот это радует. Но то, что можно с этим аморфным населением делать все, что угодно, и ему сказать в один день бомбите своих родственников, вот, которые за 100 километров от вас. И это типа окей. Они поддерживают население? Небольшой процент, мне кажется, поддерживающих, совсем таких агрессивно шизанутых. Остальные ждут, что будет. Точно так же, как когда совок рухнул, в общем, сразу очень быстро все поменялось и стали говорить другое. Точно так же и здесь подхватят, мне кажется. Уже привыкли вот к этим переменам климата снаружи, поэтому не торопятся реагировать, смотрят, что будет, пересиживают у себя дома за своими стенами, от греха подальше, стараясь не афишировать вообще свое мнение. Было страшно, когда запретили первый концерт. Это был Владивосток. Владивосток и Находка. Я прилетел во Владивосток, и стало понятно, что не будет концерта, потому что им позвонили.
И на следующий день была находка, и это рядом, мы там передвигались буквально там несколько часов. Вот, и находка все-таки, нам никто не звонил, мы проводим, все нормально. Значит, мы переехали туда, и там мужик такой, владелец этого заведения, не владелец, а управляющий, а владельцу как раз позвонили. И я прилег поспать после переезда перед концертом, и просыпаюсь с ничего не будет, ФСБ, все закрыли, все сворачиваемся. Потом, тем не менее, как-то получалось. Потом стали играть в партизанщину, не постить афиши. Я перестал постить афиши на своей странице. Если вы посмотрите, у меня афиш много за этот год, но они все опубликованы в дату, уже когда концерт прошел. Рулетка такая была. Одни концерты срывали, другие концерты прокатывали. А еще стадия была, первая стадия, я говорил по старой памяти, потому что, в принципе, у меня оппозиционные настроения открытые начались уже там за пару лет до войны, или больше, за 3 года, я думаю, до войны. Клип «Застой 2.0» ты имеешь в виду? Да, и до этого что-то было. Вот. «Застой 2.0», да, совсем такой серьезный шаг был. Я по привычке начал говорить, то есть там не было вопросов, там в первый же день «Нет войне», пост, аватар, шок везде, в инстаграмах в моих. Сначала я говорил, потом я говорил на концертах между песнями, я говорил «Нет войне», я ставил хэштег даже в постах с этих концертов, пока не понял, что кому-то это окей, что кому-то в России объяснили, что враг я со своими вот этими враждебными настроениями. Я притушил свой фитиль. Мне стало страшно, даже не за себя, а за семью, за близких мне людей. И да, закрыл варежку вот где-то. Вот в тот момент в находке я понял, что мне нужно замолчать, как минимум, пока не уеду, что это действительно опасно. Когда ты выехал, в одном из первых постов ты написал «Прощай, немытая». Покеда, что ли, немытая. Покеда немытая. Не кажется ли тебе это Покеда, перебором? что ли, немытая. Я написал потом, что там типа пардон, потому что всем, кто остался, накипело, я написал. Я очень люблю Россию, я патриот по-настоящему, хочу ей добра, хочу ей процветания, свободы, прогресса. Очень хотел, это мой дом, я хотел там жить, я люблю ее. Это досада. То, что пытаются назвать русофобией, наоборот боль за Россию Ты не согласен, и желание добра ей. А? Тебе не кажется, что это прям неуважительно по отношению к тысячам, а может быть десяткам тысяч тех, кто думает так же, как ты и я, кто против войны, кто против Путина, но у кого нет возможности уехать? Ты же знаешь, что это Лермонтова строчка. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Это первое, что мне пришло в голову, и это такой референс. То есть это цитата, это не мои слова. Но ты же ее использовал в контексте своих мыслей. Я поймал себя на мысли, что это стихотворение очень подходит. А потом имею право, это моя Россия, это моя боль. Давайте соревноваться, чья она больше. Я думаю, выиграю у большинства. Тебе не кажется, что вот такими фразами ты только отдаляешь поражение Путина и победу здравого смысла в войне с ним? Потому что люди, вместо того, чтобы тем людям, которые не могут уехать, а я знаю, что их тысячи, сотни тысяч, может быть, миллионов, кому не повезло когда-то написать трек «Будущие мамы» и ездить с ним по гастролям, или кому не повезло драться с Птахой за огромный гонорар в прошлом году, вот. Я уже не говорю там про деньги, которые YouTube приносит в нашем условном случае. Да. У них нет такой возможности, но при этом они не менее, а гораздо чаще, даже гораздо более достойные, честные, порядочные, полезные люди. Абсолютно согласен с твоим каждым словом. И ты им таким образом просто как будто леща даешь. Невозможно в одной фразе суммировать вообще все.
«Прощай, немытая Россия», но все-таки там и маленьким шрифтом, как в контракте написано, это не касается тех-то и тех-то и тех-то. Это эмоция, это досада. И да, я сейчас в диком раздрае, в разочаровании, в чувстве поражения, о том, что мы все проиграли, мы хотели прогрессивную Россию, свободную, а она вернулась в Средневековье. Ты прожил в России 16 месяцев войны. Да. При этом ты был с ней не согласен. Как ты продержался все это время? Почему только сейчас? Так, ну, во-первых, у меня есть некоторые обязательства перед людьми, которые от меня зависят. Те, кто со мной работает, мы много гастролируем, и даже будучи запрещенными, все равно продолжались концерты. Я реально бы оставил просто без работы бы людей, во-первых. Во-вторых, сын, моя бывшая жена, она не работала все это время, то есть просто они остались бы без пропитания, вариантов не было. Потом мне самому было трудно решиться на это все. Это, знаешь, все-таки такое признание поражения по-своему, оставить дом свой. С какой стати я должен уезжать? Я считаю их захватчиками. Весь вот этот режим, вот это правительство и государство, и которые захватили мою страну и сделали заложниками, во-первых, всю страну, а во-вторых, сделали невозможным проживание там для людей, которые что-то понимают про свободу. По большому счету, я должен был закончить альбом. Вот. Я пообещал себе, пообещал людям, пообещал Сереге, с которым мы этот альбом сделали. Предполагал уехать в самом конце мая, но потом мне звонит директор, и там забиваются опять концерты. В конце июня 3 подряд частных концертов, которые помогли бы мне лучше себя чувствовать, лучше подготовиться к отъезду. Частный концерт — это корпорат? Да, ага. Один из них был, кстати, не корпорат, последний в Липецке, и его пропустили каким-то образом. Ну, маленькое заведение. То есть вот эти 3 концерта наметились. Я уже думаю, ну ладно, хорошо. Меня умоляют, давай еще доработаешь, улетишь, доработаешь, улетишь. Более или менее как раз стало с лейблом, понятно, с подписанием, с клипами, которыми будем сопровождать, и которые тоже обсудим. То есть вот этот вот процесс я должен был закончить. Когда я сделал эти 3 концерта, у меня уже забился следующий, и еще следующий, и еще следующий. И я понял, что врастаю опять. И я поехал в Питер снимать клип, и мне в очень классном месте предложили, я говорю, я собираюсь уехать где-то вот в конце июня, давайте вот туда не планировать. Они что-то сидели, считали, я вышел переговорить с моим товарищем, возвращаюсь, они говорят, никак, мой директор разговаривает с владельцем вот этого заведения большого, говорит, никак у нас не получается, значит, только вот 30-го дата. И я чувствую, опять надо задерживаться еще на неделю. Я говорю, ну ладно. Вроде как, 1 неделя, думал я. И 30-го у меня уже был запланирован релиз альбома, релиз клипа. И я предполагал, ну ладно, как-то не сразу же они меня скрутят. После всего этого, может быть, как-то останусь. И вот за неделю до 30-го как раз вот эти 3 города, которые у меня были подряд, Паша Мунтян присылает мне рабочую версию клипа. Первые минуты только 1,5. И я после концерта его смотрю вот так вот, закрываю приложение Telegram, открываю приложение Aviasales и покупаю билет строго на 25-е. Вот. Потом там меня спрашивают, хотите ли немного доплатить, чтобы билет можно было вернуть. Нет! Вот так заставил себя. Тебе еще тяжеловато. Ты в стрессе. Я правильно понимаю? Ну да, в диком, да. Я тяжело переживаю войну эту. Перемены, страшно немножко. Ну да, конечно, так непросто. А еще я в моменте какого-то перерождения какого-то нового. Сразу скажу, что в ней есть очень много таких вещей, которые не очень понятны. Соглашусь. Да, например, вот заповеди «не побеждай
не защищайся, не сдавайся, мне прям вот выглядит эта штука, которая в самые разные стороны. То есть не побеждай, да, прикольно, в этом классный смысл, не сдавайся, разумеется, но вот не защищайся, я не до конца понял. Если, может быть, кто-то из тех, кто... Ну, это продвинутая совсем такая Да, буддистская. да. Но видишь, она вот как бы... Я еще не готов ее принять, особенно в контексте того, что Это нужно происходит в мире. особый уровень просветления. Отдельное удовольствие таких мест читать то, что написано на стенах. Просто слоган какого-нибудь сервиса по психотерапии. Смотри, еще важная надпись. Вот так вот можно встретить группу «Анакондас» в Вильнюсе. Пацаны, просто держитесь. Любим, верим и очень за вас переживаем. Вы крутые. Очень хочется поговорить с тобой, как с одним из участников трека «Надежда на завтра». Россия вне политики. Вот мой выбор. Кто автор текста? Пополам Влад Валов и я. Я 100% автор своего куплета, припевы, и свел все это в тему не политики. Это уже Влад и руководившие процессом продюсеры, Саша Талмацкий тот же самый. Потому что это потом я узнал, что это было все под заказ, и нужно было под политический заказ это оформить. Политический заказ — это партия «Яблоко». Да. Ты знал об этом, когда делал это? Очень примерно я знал, как это выглядело. Мне позвонил Влад и сказал: слушай, у нас есть возможность снять очень классный клип, надо сделать классную острую песню. Я только что вернулся из Нью-Йорка, где мы записали альбом. Я самый модный чувак в мире. Там первые татухи себе сделал там на животе какие-то. И самый крутой мазафакер. И мне говорят: давай песню запишем. А я вернулся из Нью-Йорка, когда там расцветали самые нецензурированные уличные рэперы, которым ты попробуй что-то скажи. И я все это у них перенял, впитал. И я говорю... Звонит мне Влад и говорит: надо песню, значит, про политику. Вот скажи все, что ты думаешь. Помнишь, там вот там Ice-T есть, Ice Cube, вот как они высказывались, там твои любимые. И я говорю: точно, говорю, там никто меня цензурировать не будет. Прямо что думаю. Да, что думаешь, прямо и говори. Это было мое условие, никакой цензуры. Мой куплет, вот я за него отвечаю полностью от и до. Ну, я тот, естественно, 20-летний безбашенный. Слегка пьяный после какой-нибудь тусовочки, приехавший. Как ты отреагировал, когда узнал, что это политический заказ? Ну, спокойно до тех пор, пока никто не цензурировал, не заставил меня сказать что-то, что я не желаю. Аккуратно эта песня была приведена к форме вот: давай мы припев, значит, «Я свободен», вот это сделаем, что мы типа новая Россия вне политики, это Влад придумал. Я такой: ну, ладно, хрен с ним, вроде как. Звучит как-то... Не был я политически подкованным тогда. Я бы отдал свой голос, но те, кого я вижу, только хотят меня убить и сделать нищим, да? Гребут тысячи, светят по ТВ свои прыщи, не верю никому из них, сыт по горло, нет мочи. Это я написал, но потом мне сказали, что, слушай, нам все-таки надо привести это, что кому-то поверить можно. Я типа найду кого-то. Я думал, ну это sounds lame, что называется. Я такой, ну надо, давай один раз в конце вот это скажем и все. Больше в песне ничего менять не будем. Когда второй раз повторяется вот это четверостишье, там что-то такое, не верю никому из них, сыт по горло, нет мочи, а второй раз светят по ТВ свои прыщи под музыку разврата. Это уже Влад придумал. Музыку разврата, но я найду того, кто даст мне надежду на завтра. Вот. И это надо было хором сказать. Мы сказали как бы хором, я это отказался сам говорить, но хором, когда записываем, что типа это толпой мы кричим. Главный вопрос. А нафига это было Явлинскому и Яблоку, если вы, по сути, пропагандировали... Зачем это там? Перед выборами? Если вы пропагандировали то, чтобы на выборы не ходить? Понятия не имею. Выгулили бюджет. Талмацкий ему впарил, что так надо. Ему надо было затусоваться с молодняком. Типа я модный, а молодежь такая политически активная. Так
ты понимаешь, что я узнал о том, что это, вот, например, я был тогда вот прям, ну, не целевая выборная аудитория, мне тогда было типа 14 лет, но я узнал о том, что это спецпроект «Яблоко» и Явлинского, только готовясь к интервью с тобой. Да. Я не знал это все эти годы. Может, это я такой темный, но... Поэтому я вписал, что никакой не было цензуры, никакого не было заказа. Был концерт, на котором был концерт, присутствовал Явлинский, Да. на котором Текила Джаз и Тараканы поняли, что их использовали и жестко протестовали против этого. Они не знали, что это политический концерт. Там были комитет солдатских матерей, был Явлинский, и вот были самые разные артисты. И Текила Джаз и Тараканы, по крайней мере, говорили, что их развели. Они не были в курсе, что это типа полит-субботник. Что ты помнишь об этом? Я лично вышел на сцену, вот там сидел Явлинский, я сказал, я не участвую ни в каких политических играх, вот я чем голосую, вот это мой факт политики. Вот этот идиот, но очень честный 20-летний сказал вот так на сцене. Спустя годы, не кажется ли тебе, что ты внес вклад в то, чтобы общество становилось аполитичным, аморфным и допускающим самые разные ужасы, самые разные унижения? Что твой вклад в этом тоже есть? Я все-таки в этом смысле барометр и зеркало. Я настроился и отразил общее впечатление, как мне кажется. Но то, что они свели и назвали эту песню вне политики, это мне не очень нравится, конечно. И сейчас я все это по-другому вижу. Просто иногда ты, не мог у 20-летнего чувака быть план по приведению страны к либеральному будущему. Я отразил то, как было тогда, прошли 90-е, и действительно... И что я не обвиняю. Да. Я просто занимаюсь, пытаюсь с тобой анализировать. Просто этот чувак, мне трудно сейчас себя представить на его месте, но тем не менее он интуитивно, этот чувак, я тогда сказал все очень точно. Там, что депутаты, паралитики, они ничего не решают. Политика клоак. Это, кстати, может быть в кавычках. Типа, я говорю, вот как я как это все представили, такие титры такие. Не обязательно от первого лица это все. Я такой просто, как интуитивная такая мембрана, настраиваюсь на то, что говорят, настроение. Я слышу голоса, которые вокруг передачи. Да. Сейчас ты слышишь, что артист не высказывается про войну, он таким образом своей аудитории не объясняет, что Путин оборзел, что Россия агрессор и все остальное. И я в какой-то момент, когда это постоянно слышу, я думаю, что не переоценивают ли люди влияние артистов на людей. В какой-то момент возникает такое ощущение, особенно когда ты видишь, что там с Путиным не может справиться даже пока, к сожалению, весь мир. Да. Но я прекрасно помню себя тогда, MTV. Я прихожу домой после школы, мне 13-14 лет. Вы выглядите дико модно. Вы выглядите и, наверное, являетесь одним из самых популярных молодых людей в стране. И вы объясняете мне из телека, что выборы — это отстой, что политика — это говно, интересоваться ею не стоит, быть молодым, модным, интересным и интересующимся всем тем, что там показывают у Киселева в итогах, обсуждаются там у Шендеровича и всех остальных, это одно с другим не сочетается. И я реально это впитывал. Я согласен, что... И на меня это действовало. При том, что предыдущие годы до этого я как раз-таки итоги с Киселевым, со всем остальным смотрел, следил. Да-да-да, мне все это было очень интересно, там, и прочие дела. То есть я один из тех, на кого это работало. Я чувствую, что это часть очень серьезного зла, что изначально в эту песню не закладывалось. Она скорее была отражение нашего
Я сказал там, как думаю, как чувствую. Да как и есть. Да и Гитлеры там, оказывается, сидели, понимаешь? И гопники, и Гитлер. Это очень точно все сказано. Там единственное, что там я вижу только они что-то устраивают склоки по ТВ. Они ведь те же гопники, строят дачи, водят тачки. Вот мы дачи и тачки надо заменить на дворцы и виноградники. Там, и, в общем, про сегодня практически песни. Даже про Гитлера, да. Это очень... Я прям хочу... Знаю, среди них сидят новые Гитлеры. Знаю среди них новые Гитлеры. Это... Горжусь. Горжусь, короче, интуицией своей. В этом смысле. Но в целом эту песню использовали в тенденции, которая привела к жуткому совершенно злу. О том, что к политической инертности людей, к выученной беспомощности мы ничего не решаем, все равно от нас ничего не зависит. Это они там, им виднее, они все равно там сами все решат. Это ужасно, да. Позже теперь я понимаю, что политика – это все. Это часть жизни, все политика. Вышел на улицу – политика. Ты вырос в Останкино, совсем недалеко от телебашни. Буквально ближайшие дома. Ты рассказывал, что все детство высчитывал, пытался померить, если вдруг она рухнет, не дай бог, заденет твой дом или нет. Есть такое, да. И она бы задевала точно. Да, но если бы только вот она как дерево, как сосна падала, что невозможно. Твоя бабушка много лет работала на радио и была главным редактором детских программ. Детских и юношеских программ Советского Союза. Что именно она делала? Следила за идеологической составляющей воспитания молодежи. «Пионерская зорька», «Клуб знаменитых капитанов», «Интернационал», «Коммунизм», «Добро». И она была настоящая. Во все это верила, не заработала дворцов, не была циничной, а была прямо вот такой идеалисткой с орденом Ленина. У нее орден Ленина. Она была маленькая женщина, которая была памятником сама себе. За ней шли люди, верили ей. И она верила искренне во все то правильное, что несла в себе идея Советского Союза, советская идея. Про равенство людей, про мир, про интернационализм, равноправие. В общем, все... По сути, она занималась пропагандой. Да. Пропагандой детям, но пропагандой, в общем-то, очень важных откровенных истин, которые я впитал, революционных, там, Чиполлино, извини меня. Тебе не удалось, тебе или родителям, поговорить с ней про то, что было за фасадом всех этих лозунгов? Про кошмары советской власти? Ты, наверное, этим что-то не интересовался? Она прожила до 99-го года. Да, я думаю, это был дикий удар для нее. Ну, допустим, то, что во время перестройки стали раскрывать архивы, и стало известно, что советская власть все это время была мясорубкой, которая перемалывала собственный народ. Да. Как она принимала это? Ну, мне было трудно тогда во всем этом разобраться и смотреть со стороны, как я делаю это сейчас. Ну, может быть, родители говорили. Она злилась на новую власть, на многое с ней связанное. По-моему, для нее был Ельцина ненавидела, он гад он какой-то. Вот. Но потом она была уже пожилая, чтобы сильно быть вот прям вот на волне. Но ей было это все неприятно, да. Ну, разрушили. Я думаю, что она прям вот, она такая вот искренне, прям вот из советских фильмов вот этих, вот помнишь, в сталинские времена, когда там «Волга-Волга», там «Веселые ребята», прям вот они идеалистические. Она вот в это во все верила. Она в таких вот розовых очках такая вот всю жизнь, она в них вот прожила. Она верила в лучшее, в Ленина, во все, что он... Фасад вот этот, не замечая
Не знаю, был ли в этом самообман, потому что здоровое зерно есть в некоторых идеях советского строя. Просто это превратилось все в полную противоположность. А она служила именно вот тем самым таким благотворным, позитивным лозунгом. Она мне подарила... это хип-хоп, кстати, я сейчас вспомнил. Когда я пришел в первый класс 1 сентября, она меня встречала после учебы и подарила мне вот такую стопку винила, такие маленькие пластиночки, 45-ки, все выпуски «Радио Няни», и все с подписями авторов, чуть ли не все, вот такая вот. Потом я на них делал первые скретчи свои. В эфире «Радио Няня». Как ты относишься, когда говорят, что ты рос как мажор? Совсем нет. Мы очень бедные были, очень скромные. Единственное, что бабушка получила, это 2 двухкомнатные квартиры, что ли. У нее никогда не было машины. Маленькая дачка, которую из фанерки и газет вообще построил дед мой сам. Единственное, была у нее, ей назначили домработницу такую. Да. Тетя Лида. Это мой родной человек. Ее не стало ровно год назад. Я ее очень-очень люблю. Она совсем из народа. И такая вторая моя бабушка. Это еще в советское время она... В советское время. И она воспитала нас, Меньшиковых, получается, чуть ли не 5 поколений, что ли. Она жила с вами или приходила? Она жила 100% с нами, потому что она из северного города Ханты-Мансийск. Она говорила Ханты-Мансийск. Это она говорила, мы ее прикалывали. Азербайджанский она говорила. Там. Мы ее очень любя так откалывали. Но это святой человек, который посвятил себя любови к нескольким поколениям, получается, что чужих. У нее своих просто не было детей. Со здоровьем она немного инвалид была, хромала всегда. И вот она воплотила свою жизнь в том, чтобы о нас о всех заботиться. Мы приехали на окраину Вильнюса. Во-первых, показать, что Вильнюс разный. Не только старинный европейский город, но и город, у которого есть советское прошлое, и оно... Не только богемный и артистический. Да, и вот такой простой. Важно для понимания того, что да, вот это все советские панельки, все так, как мы привыкли и видели с детства, но прямо через дорогу, даже вот через очень условную дорогу, стоят очень симпатичные таунхаусы, из которых свисают литовские флаги. Мы здесь, потому что здесь снимались отдельные сцены сериала «Чернобыль». Величайшее произведение, абсолютно. Какого уровня метафора о том, что произошла катастрофа, которую пытаются замалчивать. И вот это даже лучше для нашей экономики. Это нам даст повод к росту, поддержки отечественного производителя. Что-то такое я в этом во всем вижу. Ты видишь рифму, что тогда врали и отрицали очевидное, и сейчас. Да. И то, что произошла дикая катастрофа, которой, в принципе, можно было бы избежать, но не сделали ничего, чтобы ее предотвратить. Мы в кадре. Вот это улица, качеля, клумба. И вот здесь ходили военные. Тут была Припять, хотя это Вильнюс. Сила кино. А вот кадр, где женщина на лавочке. И лавочка, как несложно догадаться, под березой. Под березонькой. Единственное, к чему придираются в фильме, замечательном фильме, и, наверное, самый аутентичный фильм, который про советский быт был снят. Он же офигенный просто. Там прямо узнаешь: у меня вот эти часы вот эти стоят, вот эти обои у меня были. Самый серьезный подход в достоверности. К деталям. Самый реалистичный. Потрясающий. 0 клюквы фактически. Но 0 не получилось. Единственный 0,% это то, что у этих домов пластиковые рамы. Режиссер «Чернобыля» — это музыкант бывший. Да, прикинь.
которого, я помню, мы слушали такой, он чем-то даже на рэпчик похож. Под него плясали вот эти все. Star Teenager какие-то, вот эти вот те времена. Это твоя это твоя юность. Такая, начало хип-хапа такого публичного. Стали ходить куда-то на тусовочки, на дискотеках и играли рэп, типа песни. И даже вот это такая попсятина, но такая слегка с рагамаффином, тоже считалась как бы близко к рэпчику. А у тебя есть примеры, когда ты пересекался с человеком по музыке, там, в детстве, в юности, а он потом смог состояться в какой-то принципиально другой деятельности? Марки Марк. Марк Уолберг. У меня было погоняло в детстве Марки Марка, когда у него вышел первый альбом Марки Марк and the Funky Bunch. Он же рэп читал. Был рэпером, стал актером. Да. Одним из выдающихся. Гуляя по Вильнюсу, мы узнали, что близкий человек из твоего прошлого — это актер Никита Кукушкин. Нет, не из прошлого, а из всегдашнего. Сейчас точно так же близкий. Может, даже ближе. У меня была жена тогда, Симона, и его мама — это лучшая подруга ее мамы. Когда мы жили в Москве и не было где жить, мы жили у них. У Никиты? Да, вместе с Никитой и с его мамой арендовали у них что-то там за 50, что ли, долларов, что ли, комнату. Помогали им там по возможности. Я водил за руку Никиту в школу, там, в 1-й, 2-й класс. Подожди, а у вас тогда же был еще и сын, Жак Энтони. Он тогда уже был с бабушкой. Вот именно в тот период он был в Вологде с бабушкой, да. Так, а вы жили вдвоем, арендовали? Мы вдвоем арендовали комнату у них, да. И ты был бэбиситером фактически у Никиты? Ну, нет, это громко сказано. Я пытался поступать в Авгик тогда, занимался этим в основном. Ну, просто помогали мы. Тете Томе. Тетя Тома — это абсолютно волшебный человек. И я так счастлив, что она добилась. Это был ее проект. Вот Никита, она его сделала. Личностью, актером, человеком. Она жила только для него, для его будущего. Одинокая мама, поздняя мама. Я не помню, как это, что такое досуг в Москве, где она отмечала выставки, спектакли, куда она должна повезти Никиту, сводить, рассказать ему, показать. Я очень переживал, что некоторые дети, наоборот, портятся из-за этого и становятся слишком избалованными. А с ним все получилось у нее, и я безумно рад и счастлив, что настолько он нашел себя. Вот. Об отношениях Никиты Кукушкина с его мамой можно посмотреть в прекрасном выпуске Кати Гордеевой. Вот здесь будет ссылка. Там в том числе про болезнь его мамы и про то, какой Никита Кукушкин сын. Восхитительная Томочка. Но меня не узнала, когда я заехал, она уже не узнала. Здравствуйте, Андрей. Мы вот жили. Будем надеяться, что она в каком-то таком хорошем месте, очень блаженном. А она заслужила. Это один из таких странных людей, к которым ближе всего вот слово «святой», может быть, подходит. Это вот которых я встречал, имеется в виду, это вот моя бабушка, которая няня, и вот тетя Тома, наверное. Про свою работу с Децлом ты рассказывал много раз. Не хочу отдельно на этом останавливаться, чтобы настолько, не повторяться. что просто перестал. Мне звонят журналисты, и я говорю, нет, я не комментирую про Децла, вообще не рассказываю. Если кто-то хочет посмотреть, наш коллега Роман Супер снял документальный фильм про Децла. Супер фильм. Который тебе тоже очень понравился, ты там участвуешь. Если кто-то хочет, может это посмотреть. Он не исчерпывающий фильм про Децла, но это очень интересная, такая сильная работа, своеобразная, авторская. Ссылка вот здесь. Я задам только несколько вопросов, не касательно Децла, не про Pepsi Pager MTV, автором слов которых ты являешься. Со стороны казалось, что вы тогда гребете деньги лопатой, у вас суперпопулярность и просто мир, по крайней мере, там мир российского шоу-бизнеса у ваших ног. Это было так? По нынешним временам нет. По временам с тем, что было, что зарабатывали люди вокруг, конец 90-х. По тем временам, да. Во что это конвертировалось? Ты вот во время этих гастролей, этого времени, ты купил машину,
Ты купил квартиру. Не, я машину никогда не покупал, и мы с тобой говорили на другом споте, сейчас подставим, что я абсолютно был профаном во всех контрактах, для меня была главная идея, а там уже потом там что-нибудь там из этого вырулится. Для меня была бабушкина вот эта победа хип-хопа идеалистическая. И я очень много написал именно творческой единицы. Наверное, я был основной, скажем так, шеф-организаторской, а я творческой единицей всего вот этого альянса. Какие... А подписан был, получал как сессионный музыкант. Там $100 из... $2000, если стоил концерт, то там я получал из них 100, и Панс получал 100. DJ Tonic 100, а остальное пополам делили Толмацкий с Баловым. Да. У тебя вот эта жизнь, и ты уезжаешь в Чехию, потому что заколебался. Да. А как ты реагировал Толмацкий? Я еще интригу из этого устроил. Кстати, надо отдать должное, это сработало. Прямо это такой был прям пиар-ход прямо такой легендарный. Просто пропал и все. Никому не сказал ничего. Никто не знал. Но, по-моему, искали и с бандюками какими-то, типа там, что он вообще себе позволил. И искали там, типа, вдруг у него какие-то проблемы. Ну, в общем, их бросало из жара в холод. Но потом как-то, да, как-то все успокоилось, устаканилось. Тем более, что я выполнил все оговоренные условия и даже больше. Я записал там определенное количество альбомов, писал тексты для своей группы, альбом с Bad Balance. Децелу мы сделали альбом, выступали несколько раз, проехали по всей стране. Около года или двух я отработал все указанное в этом контракте. В моем понимании я не бросил дело на полпути, а просто не видел в нем дальше перспективы. Какие у тебя воспоминания от Толмацкого? Ты даже несколько лет назад еще рассказывал, что даже в 10-е годы, когда ты с ним пересекался, от него исходит такой криминальный вайб. Ну да, из 90-х он такой вот оттуда. Но он очень своеобразный, он такой прямо хастлер, такой делец, очень с острым, цепким умом человек, который добивается всего, чего хочет, но исключительно в материальном мире существует. Мне это совсем не присуще, поэтому мне было очень важно у него чему-то научиться, вот такому оперированию в этом мире странном. Получилось? Немножко узнал, да. Но и узнал очень много о том, что не мое и никогда моим не будет. То есть себя нашел тоже в этом. Попробовав, обжегшись несколько раз. Ты говорил, что на переговорах он даже вот в новые времена, которые уже не 90-е, он вполне может намекать на то, что не надо быть слишком смелым. Ну, прошло уже это все. Слушай, если у нас президент это делает, чего ты хочешь от него? Он такой пацан из пацанских времен. Ну да. У нас президент это делает. У нас там делает это премьер-министр, этот самый, как его, Лавров мы сегодня вспоминали. Гопота. Гопота у нас сидит везде. У нас, да, страна ментов и гопоты, получается. И он среди них сделал себя и такие проекты замутил мощные. В этом ему респект полнейший. Респект? Ну, конечно, да, как организатору, как профессионалу. В этой логике и Путину тогда можно респект. Как он ловко дворцы себе построил. Ну, сколько зла и он власти сделал. удержался. Путин перечеркнул все кровью, убийствами, и Толмацкий не убил никого, никогда. Толмацкий сейчас поддерживает государство Россия в войне. Ты удивлен? Можно я не буду комментировать? Это его дело. Мне очень трудно с людьми рвать, он мой товарищ. До сих пор? Да, в чем-то даже друг. Ого. Я ему признателен за очень многое. В чем-то он там, может быть, даже такой отцовской немного фигурой был. Я был честным перед ним, он был честным передо мной.
Все было в открытую. Он никогда не скрывал, какой он и как с ним надо вести дела. Сейчас время такое, когда каждый просто сам выбирает. Мы не можем судить. Вот просто этот момент, где выбирает каждый сам, и каждый за это будет отвечать. Ну, ты сможешь с ним сейчас общаться? Трудно, только не по вопросу. С большой буквы вот этот слон в комнате. Мы попытались, но там нет. Ну, Оскар Кучера, если что, его друг, и ты имел возможность, в общем-то, столкнуться со всем этим набором оправданий каких-то, самооправданий, каких-то выдумок вот этих вот, самозащит. У них есть что терять, и они это защищают. Тоже трудно. Как обвинять мы можем? У него дети, которым он хочет богатое будущее. И как я сказал, он живет в мире материальном. И у меня дети. Да, но у всех у нас дети. Но у нас с тобой есть дурацкая вот эта вот какая-то совесть, вот это вот что-то такое, знаешь, там типа душа, какие-то вот эти вот рудименты дурацкие. А у него нет, он очень функционален. Чтобы заработать в России сейчас надо так. А он часть туда врос, часть этой системы. Вот. А вообще я удивляюсь, конечно, потому что он же пережил крушение этого всего Советского Союза. Он чуть ли не сидел за какие-то фарцовые какие-то дела. Был один из тех, кто ребелом, таким повстанцем был. Он взрослый человек, много знает, много видел в жизни, чтобы я, щенок, его переубеждал. Я думаю, мне показалось, что мы с ним поговорили на вот непроговоренных словах. Он это делает, потому что так надо. А я совсем в другом измерении живу. Пока мы гуляли по Вильнюсу и поднимались этой улочкой, где-то во дворах играл Black Eyed Peas. Ты же знаком с Ферги? Ну, с ними со всеми знаком, громко сказано, пересеклись, пообщались. А да. как это было? Привозили знакомые, у них был концерт здесь. Привозили через Infinity, где у меня была база, студия и все такое. База в Infinity. Ну, а как? Так и есть, потому что у тебя студия, здесь же ночной клуб, здесь же снимается сериал, клуб, тут же ресторан, где ты назначаешь все встречи, ночной клуб, где ты все это презентуешь. Прям такая база, да. Блин, вот сейчас просто в паре фраз мы восстановили нулевые. Понимаешь, сериал «Клуб», «Клуб Infinity», Black Eyed Peas в полном составе, где еще есть Ферги. Там, вот. да, туда и приехали они, ага. Но когда она приезжала, когда Black Eyed Peas приезжал, Ферги спросили, что из русской музыки вы слушаете, и она твой диск то ли назвала, то ли достала. Достала, фотография знаменитая, да. Это, заготовка была домашняя? Или она действительно слушала? Мы сидели, вот как, наверное, перед этим, не исключая, что прямо перед этим как раз интервью, сидели, они что-то перекусывали. Вот, я к ним подсел так, по-свойски, и поговорили. Я говорю, вот мой альбом, кстати, сегодня золотым стал. Или что-то такое. Они такие, вау, поздравляю. Очень клевые, крутые, свои. Но я больше с Ферги симпатичная, да. С Will.i.am мне было интересно, потому что он отличный продюсер. Дал мне телефон свой, написал, говорит, звони. Я говорю, только сейчас послушал альбом, для Common ты там делал крутой трек, вообще мечтаю, чтобы ты мне что-нибудь спродюсировал. Он такой, не вопрос, давай телефон. Такая раскладушка, такая серебристая. У меня до сих пор там, да, Will.i.am есть телефончик. Андрей, ты разочаровался, что не Ферги? Нет, я просто слово «телефончик», оно как бы еще сильнее реконструировало нулевые. Мы в декорациях, где можно реконструировать какие-то рыцарские вещи, но мы здесь, мы другие. Группа «Тараканы», которую мы упоминали уже сегодня, свою песню «Я смотрю на них» называют песней «Кормилицей».
Это главный хит в их карьере, который там долгие годы нравится людям. Ее всегда просят на концертах, и благодаря ей во многом эти концерты продолжали случаться. Я не знал. Правильно ли я понимаю, что твоя песня «Кормилица» — это будущие мамы? Абсолютно. Да. Хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Ты помнишь, как она появилась? Готовил альбом. Мы же рассказываем вот этот вот мой уход в тень, потом жизнь в Праге, в изгнании, или как это называется, в ссылке пушкинской, такой классный. Там я записал партизанских несколько альбомов, с которыми вернулся и в андеграунде себя подтянул опять. Вернулся для того, чтобы опять вернуться практически туда же. Пришел к Талмацкому и заключился с ним те же самые контракты, только уже 100%. Это мой альбом, мое имя, мои заработки, которые мы делим только с ним. Мы просто пришел я к нему, мы с тобой никогда друг друга не обманывали, давай замутим, давай сделаем этот проект. По принципу там как раз успехов всех там Эминемов, 50 Центов, как раз все это гремело. Вот я говорю, я могу быть вот таким вот у тебя артистом, могу вокруг себя создать такой же свой типа альянс, типа того. Давай фигачить. Только я в этот раз, я на всех там главенствующих ролях. Он сказал, да, мы пожали руки. Он сказал тогда, вот через год мы здесь же с тобой встретимся и будем улыбаться, что мы за этот год сделали. И примерно так и было. Что ты отвечаешь, когда тебе говорят, что будущие мамы — это калька 50 Цента? Но она в тренде звука того времени. Если ты сейчас возьмешь какой-нибудь трэп-хит, он будет точно звучать как какой-нибудь там Метро Бумин, там Лил Памп какой-нибудь. Гораздо больше, чем я тогда звучал как 50. Но я был впечатлен успехом 50 Цента. И был впечатлен успехом всего их продакшена. Они оставили вроде бы громкие, тяжелые такие гангстерские барабаны, которые им обеспечивал доктор Дре, но сделали их попсовыми, по-хорошему доступными людям многим. Мне дали продюсеров, аранжировщиков, которые с рэпом вообще не были связаны. Продюсеры — это, в смысле, те, которые музыку делают? Да, музыкальный продакшн. Это было что с легальным бизнесом, и вот потом с альбомом XL должно было быть все более музыкальным и доступным для радио, для телека. Это должно было быть продуктом коммерческим, классным. И мне нужно было очень быстро объяснить, что надо примерно. Поэтому я надавал ему, конечно, дисков именно... Скотт Сторч тогда был везде. Это вот этот чувак, который продюсил как раз там 50, Beyoncé. У него там ты открываешь в 6-7 году и десятка какого-нибудь там MTV Base, из них там 4 или 5 песен сделано одним и тем же человеком. И вот этот «Будущие мамы» — это прям вот калька на него скорее. Калька, она самостоятельная вещь. Там самостоятельная мелодия, сложно устроенный текст. Калька только внешняя, скажем так. Мы придали ей такой, обернули в такой фантик самый-самый вот модного звука, который сейчас вот во всех хит-парадах американских мы сделали. Мне надо, чтобы звучало вот так, как, мать его, вот прям Америка сейчас. Мы это сделали. Да, может быть, слишком буквально, но я не обламываюсь. Это такой слепок времени. Sound du jour называется. А тебя не напрягало самого, что, по сути, это повторение? Что это просто вот такой перевод? Это не повторение. Я считаю ее очень самостоятельной песней. Она у меня была написана на другую музыку, более фанковую. Была написана эта песня, заготовлена. А потом мы подумали, а почему бы, нам надо делать как-то это все поинтереснее, покоммерчески, надо в клубах выступать, а сделай что-нибудь вот ближе к тому звуку, вот, который сейчас американский.
из-за того, что не было особо времени нашему аранжировщику, очень крутому Андрею Лебедеву, с которым мы сделали много хитов. Он же сделал потом Columbia Pictures, не представляю, там были такие две песни, близнецы. Группа Бандерас. Да. Калька, но калька звука, такого звука сегодняшнего дня, такого максимально модного. Но при этом у этой песни свое устройство, свои подтексты. В профессиональном смысле она сделана очень классно. Там много цеплялок. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Ну, я умею, у меня какие-то есть маркетологические вот эти вот Pepsi Pager MTV, какие-то вот фразы, строчки, которые цепляют. Настоящий хип-хоп тебе прямо в лоб, и ты труп, например. Вы хотели пати, нате. Она удивительно популярна, эта песня везде звучит. Каждый день я делаю несколько перепостов с девчонками, которые танцуют под него. Она потрясающе живучая песня. А как эта песня работает, это ты просто не поверишь, как это. Это какое-то волшебство. Ее знают все, она поднимает мертвого. Ее можно много раз подряд вот так исполнять. Это просто безумие какое-то происходит. Притом в абсолютно разных, в панковских заведениях, в Шерегеше, допустим, знаешь же наверняка, да? Бункер полный, значит, вот экстремалов с ирокезами, пацанов вот таких вот, которые совершенно точно слушают нормально. И вот эта песня «Будущей мамы» звучит просто как какой-то хит Тараканов и Rage Against the Machine, и все вместе. Очень интересно. Ну и это, конечно, песня, которая фиксирует последние годы суперспокойной и зажиточной России. То есть это еще до войны в Грузии и до кризиса 2008 года. Да. Прямо на пике. Многие вспоминают это время как очень сытое, но при этом с точки зрения культуры не произведшее ничего. Насколько ты с этим согласен? Ты знаешь, мне кажется, это был очень важный момент нам всем вдруг почувствовать себя гламурными, богатыми, свободными, успешными, симпатичными. Вдруг переодеться как-то, пусть в эти дурацкие айронбишные вот эти блестюшки, но хотя бы встать с картов и переодеть тренировочные костюмы. Мне кажется, что это было очень важно. Мне кажется, что это был очень важный момент для русских людей, для меня. Вдруг почувствовать очень ненадолго и очень иллюзорно, что все это возможно, что все это прям по-настоящему. Контракты, ночные клубы, Бентли, цепи и все такое. Ты в «Инфинити» гонял на своем Бентли. Это был рабочий, и это был не Бентли, это был, я понял, про что ты, это был, как его, Крайслер, который на Бентли похож, помнишь? 300C, по-моему. Да. Мордатый такой. Да, и Денис Бояринов делал интервью, он перепутал, я не стал поправлять. Так. Темно-синий Бентли летит. Да, это действительно материал, который я читал, где ты показан очень... Офигенно. Ты очень показан таким гиперсамоуверенным чуваком. Вот. Еще раз, он написал Бентли. Да. Ты читал текст перед этим? Он был уверен, что Бентли... Ты не стал поправлять намеренно или ты не стал поправлять постфактум? Трудно сейчас прям зуб тебе дать, но, по-моему, была такая мысль, ладно, а что, красиво, Бентли, ладно, пусть Бентли. То есть тебе понравилось, что тачка показана более дорогой, чем была на самом деле? Типа, да, стайл, виноват. Просто это как-то органично было во всей этой истории. Видишь, тебе тоже это запомнилось. Это был красивый образ, но я не стал его портить. Как ты относишься к мысли, что вот именно тогда, в нулевые, очень много людей променяли колбасу на свободу? Соглашусь, да. Но не пророки же мы все были, понимаешь? И надо сравнивать с тем, что было. То есть вот этот вот рост, это была радость все-таки. Я тогда еще не почувствовал закручивания каких-то гаек. Все казались алармистами, кто кричал о преступном режиме.
Мы не могли знать просто. Мы не могли знать, а жить начинали лучше, круче, моднее, начали зарабатывать, какая-то индустрия начала появляться, индустрия музыкальная, появилось ощущение вот этой Дольче Вита, хорошей жизни. И мне кажется, что это был очень нужный такой вдох после 90-х, после чего то, что мы пережили. То есть мне казалось это очень терапевтическим, очень созидательным, очень правильным для того момента. Сейчас, конечно, я по-другому все это вижу. Сейчас, конечно, я понимаю, что это был бесились с жира на нефтяных деньгах, и на нефтяных деньгах вот тех самых я, грубо говоря, и разбогател тогда. Ну, как сказать, разбогател. Через меня просто они пролетели вот так вот. Что значит пролетели? Я не бизнесмен, который вкладывает, я не богатый человек. Я прям, что у меня есть, то сразу улетает. Я прям понимаю, что ты часто наносишь татуировки в память о своих творческих, там, либо высказываниях, либо действиях. Нет, все проще. Даже не в память, а конкретно проекты мои проявляются на мне. То есть выходит альбом, я его анонсирую. «Молодой король». Это «Возвращение D.O.B. бесконечно». Это альбом «Али». Здесь у меня «Живой». Здесь «Легальный бизнес» у меня группа, здесь у меня «Рабы лампы» группа, здесь у меня P13 группа, здесь «Ярость» группа. Прямо резюме на теле? Да. Вот тут у тебя татуировка группы Трубецкой. Вот здесь вот. Это единственное, не мое, но мы с ними записались вместе. После трека «Гагарин». Нет, гораздо до. Я просто фанат посткапитального ляписа. Для меня это было какое-то открытие. Я переболел, несколько лет. Я был фанатом, который ездил на концерты. О! Да, не пропускал ни одного концерта. Как фанат ездил за ними по подмосковным. Всегда к ним приходил, здоровался, благодарил, кричал все песни. Знаю наизусть, они почему-то у меня прям вот попали под кожу. Просто у тебя татуировка не ляпис, а Трубецкой. Трубецкой же это название группы, которая, по сути, после раскола вот появилась группа Трубецкой, про которую сам Михалок говорил, что, я боюсь переврать цитату, но смысл такой, что даже в конкурсе кавер-групп ляписа группа Трубецкой не попала бы в топ-3. Не хочу обижать тех, кому это нравится, вот, но в целом в этом... Татуировка сильно до была сделана, когда был ляпис Трубецкой, когда я был их фанатом. Поклонником. Это стало частью жизни моей. Что-то я увидел в Серегином «Ренессансе». Ты же знаешь, да, эту прекрасную историю. Два разных человека, две разных группы. Вот этот феникс восставший. Таких в музыке либо нету, либо единичные абсолютно истории. И видно, как-то совпало с моим настроением того, что нужно выбираться из всей этой моей депрессии затянувшейся. Нужно как-то к свету идти, во что-то поверить. Как я говорил, веру в победу добра, что ли, у меня вернулась. Я помню, пришел на первый концерт. Через Нойза я узнал. Я говорю, слушай, зафанател я от группы Ляпис Трубецкой, это же вообще пипец. Я их не слышал с доисторических времен, а тут такие вообще песни, такие альбомы, кайф. Как это? Он говорит, можно с ними там познакомиться, что-то. Он говорит, Серега своеобразный очень человек, но, говорит, я там тебе скажу коннекты, сходишь на концерт. Вот. И я в Стадиум после какого-то корпоратива приехал в Стадиум на панк-концерт, захожу в кассу билетов, и мне оставили там билет. Вот, а я в капюшончик, значит, вокруг панки. Я впервые был на рок-концерте, вспоминая там старые противостояния, предполагал, что могу получить пизды легко. Там рэпер, что ли, давай, иди сюда. Абсолютно один. И она меня еще спрашивает, на какое имя билет? Легалайз. На какое? Легалайз. И вся эта
битком набитая касса, все на меня зырят, значит. После концерта, когда я увидел, насколько там миролюбивые и объединенные дружбой, вот это слово «дружба», которое говорил Серега, нормальных ребят, что-то дружба, мы всем буржуям что-то устроим. Так это было круто, и такое дружелюбие вокруг, такая разношерстная публика. Серега запел песню «Я верю в Иисуса Христа». Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаудаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, верю в Гаруду. Поет «Я верю в добро, верю в любовь и верить буду». И стадиум сколько? 8 тысяч. Ну, это пиздец. Как они пели? И они все поют с ним. Я верю в Иисуса Христа, я верю в добро, и ты веришь в этот момент, и я смотрю сверху, у меня вот так просто мураши через меня, как током меня просто прошибает. И я понимаю, что наше дело может вот такие моменты рождать. Для понимания того, как давно ты знаменитость, как давно ты присутствуешь в медиапространстве, очень забавно, когда готовишься, натыкаться на какие-то лингвистические сигналы. Мы уже про это говорили, когда там всплывали слова типа «телефончик», вот, и другие элементы албанского языка. Чег — это довольно новое, по-моему, чег. Это довольно новое. Ну, в смысле... это албанский язык. Это же... Албанский? Да. Разве? Ну, я не знал. Мне казалось сильно позднее. Я во время подготовки прочитал в том числе интервью твое интернет-изданию «Звуки.ру». В нулевые было очень популярное медиа про музыку. Блин, я сейчас вспомнил, что не ответил. Мне писала... Ладно. Я должен ответить на вопросы по поводу клипа. Мне писала Соня, по-моему, да, там главная. Вот. Привет, Соня, я прошу прощения, обязательно отвечу на все вопросы. Блин, это очень мило. Это прям клево. Так вот, «Звуки.ру», и там используют, обсуждая реакцию, резонанс, вместо слова «хейт» используют слово «гонево». И в кавычки его ставят. И там тебе журналист говорит: вот это Гонева на вас так повлияло. И ты говоришь: Гонева, это, конечно, важно. И я читаю и думаю, это же несколько лингвистических эпох назад. Вообще, ну это очень интересно. Как ты тонко чувствуешь это, да? Ну так язык можно изучать. Нет, в том числе по тому, как давно ты известен, можно изучать субкультуры, моду, язык. К сожалению, политический строй только не очень получается изучать, потому что он в большей части был более-менее один и тот же все это время. Отлично, вот это, да, мы пришли к этому. Твое первое громкое политическое высказывание — это клип «Застой 2.0». Пришла пора мне записаться в русофобы, сказав, что за порогом в моем доме все не слава богу. Я вижу эталоном дум народа миллионов, путь пролезть поближе к трону, вылезать царевы ноги. Ну да, первое прямое, потому что до этого, как я тебе говорил, у меня была и про Украину песня, но она была там где-то в конце куплета, это был не сингл, не все дослушали, у меня альбомы огромные обычно. Было здесь, там на альбоме «Молодой король», там что-то я про пропаганду, там «Не верь хайпу», но оно настолько было все как бы между, я старался, вот это вот, знаешь, дурацкое усреднение из-за того, что я был воспитан как артист вот этими хит-парадами и огромными аудиториями, я понимал, что мне нужно уравновешивать, как бы для всех немножко такой обтекаемый, делать понятные для всех такие без острых углов песни. Немножко меня завело вот в эту, вот в такую в универсальность такую, когда надо упрощать язык свой. И позицию. И позицию делать, да, менее отчетливо, ярко выраженной. То есть у меня была песня про пропаганду, очень серьезно, там «Не верь хайпу» с предыдущего альбома. Вот. А со следующим альбомом уже гораздо больше, конечно, я стал. И уже тогда я, конечно, насмотрелся, наслушался, начитался, узнал очень-очень многого. Убили Немцова. Стал разбираться, узнавать, да, просто узнавать то, о чем не думал, о чем не знал, про Чечню, про Беслан, про Политковскую.
Если не он, то кто? Если не так, потом заткнись, мурло, и чти царя. И вот весь потолок отрезан внешний мир чертою холода, молчанье золота. Если что есть золото, вращается серый мир промеж двух полюсов. Придуманный враг, охраняемый страх. Здесь не хотят, чтоб мы с тобой соображали, бро. В системе всей цемент, кисель в мозгах, застой 2-0. С чего вдруг ты решил это сделать? Я почувствовал, я это все почувствовал. Ну, я почувствовал эту трагедию. Вот этот вот медиатор, передатчик, он у меня настроен. Ну что, ты почувствовал, что мы катимся в пропасть? Да. Увидел это все. Там много, опять же, пророческих сказано, абсолютно для меня очевидных вещей. Но единственное, что с застоем 2-0 я был оптимистом, потому что мы сейчас в ГУЛАГе 2-0. У меня был про это текст. Был я оптимистом, встречаем ГУЛАГ 2-0. Был такой пост. Но там, например, побольше крови, больше Солсбери и Сирий, больше Донбассов, Крымов, больше зла для России, чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили, чтобы мы от всех закрылись, наконец-то, во главе с Мессией. То есть... Это прям про сегодня. Да, и поэтому, когда говорят, что а как же он не боится санкций, как же он не боится остракизма, всемирного, значит, изоляции, так ему же кайф, наоборот, значит, построить вот эту стену и быть здесь спасителем за этой стеной, обороняющейся, политика обороняющейся крепости, вот это вот. Да, там много такого. Я начинаю верить в то, что грабли — это наша скрепа. Так и есть. По кругу мы ходим. По кругу ходим. Ты или Павел Бардин, который был режиссером, выбрали вот эту метафору того, что балерины против силовиков. Ну, типа культура против полицейских. Чья эта идея была? Пашина, которой я полностью доверился. Вот, я ему прислал еще даже не написанную песню. Почему-то понял, что его тема. И он за нее зацепился, сказал, да, мы должны сделать что-то такое, за что не будет стыдно нашим детям. Вот у нас была такая установка. Сделали. Напомни, кто в клипе побеждает, балерины или силовики? Ну, силовики, конечно. Там этот контрольный выстрел. Одна балерина прорывается вперед, их всех расталкивает, бежит к воображаемым, я не знаю, там воротам, черте какой-то. И здесь уже нечестно, ей просто вслед стреляют, она падает, не добежав. Вы так закончили, потому что не верили в то, что их можно победить? Или просто для художественного произведения? Ну, просто силовики, если будут сражаться с балеринами, они их запиздят. И это не будет победой, это будет страшным поражением, моральным. И потом приведет к поражению той страны, в которой это нормально. Для многих стало, абсолютно неожиданно, что ты зашел на это поле. Да. И я слышал мнение, что Legalize таким образом человек с четким маркетинговым чутьем, автор Pepsi Pager MTV, решил напомнить о себе таким образом. Сев на коня, вот это вот все. Ну да, он увидел, что в России очень популярны Оксимирон, Noise MC. Люди, которые не боятся социального в своих треках, люди, которые собирают огромные площадки по всей стране. Он посмотрел и подумал, напомню о себе таким образом. Ты слышал такое? Ну, да, всегда это говорят про всех. Как ты реагировал на это? А как можно реагировать? Разрешать людям иметь свое мнение только. Нет, обижало тебя это или нет? Ну, может быть, я больше приобрел. Я приобрел благодарность людей, которые оценили. Опять набрал форму как автор. У меня же был огромный перерыв между альбомами, 10 лет. Потом альбомы были, так себе. Я разучился писать песни для того, чтобы научиться заново их писать. Были незрелые сначала такие 2 альбома с мощными, классными там песнями, хитами какими-то. И Гагарин там был, и то, и сё, и там что-то «Не верь хайпу», вот это вот все. И к 3-му альбому, и к году 6-7 трезвости и занятий спортом, ясности головы, и все-таки возвращение к саморазвитию и узнаванию мира,
настроил тот самый передатчик и сделал вот эту работу, такую свою «Война и мир». Такая. Там было очень много куплетов, которые я писал, отвергал, выкидывал, выбрасывал. И в итоге 5 минут бесперерывного текста, где я отвечаю во-первых, за все устройство этой песни, как она сделана, внутри себя существует, и за каждую строчку в отдельности тоже. Какие-то проблемы у тебя были после этого? Да, сразу буквально должен был быть в Самаре боксерский фестиваль, какое-то соревнование по боксу, завершение его с выступлением Легалайза. Вот. На что пришло... Концерт отменяем. Олег, мой директор, спрашивает, а что такое? Ну, вы же понимаете. При этом 100% оставили предоплаты. Я сказал, ну, окей. И вот это, конечно, что... ну, понятно, значит, побежал. Степан Цов, по-моему, написал, задрав штаны, бежать за комсомолом вот этим, за фейсом вот это вот. Ну, так это видится со стороны. Тем более тем, у кого настолько отчетливо впечатался вот «Будущие мамы» и больше ничего. Как будто у меня до «Будущих мам» не было там альбомов 8. И после них не было бы очень много там проектов совершенно разных. И песен, в общем-то, глубоких иногда, с претензией, как с рефлексией. Я не виню этих людей, им просто так вот со стороны показалось. А еще меня очень спасает поговорка «низкие люди видят низкие мотивы», поэтому... Просто как Джейсон Стэтхэм сейчас. Универсально, да, объясняюще. Или там, да, Джей-Зи любит... иногда выдать там что-то. Ты когда-нибудь видел богатого хейтера, он сказал? Или ты когда-нибудь видел успешного хейтера? Все, точка, хедшот. Всю палитру твоих чувств можно оценить по интервью, которое ты дал «Новой газете». Это просто вопль человека, который против войны, но находится в России. Как ты смог так долго продержаться? Я сейчас не говорю этим вопросом, что типа все обязаны уехать, иначе ваш... Нет, это ни в коем случае не втаптывание людей, которые против войны и находятся в России. Да. Я понимаю, что у всех разные обстоятельства. Да. У всех. И максимальная поддержка всем тем, кто против войны, против Путина, против этой безумной агрессии, но не может уехать. Максимальная поддержка. И у меня был процесс. Я сначала пытался остаться. Я искал оправдание себе остаться. Я даже говорил многим людям, вроде... Кто же это был? Я был абсолютно растерян первое время, а потом я зацепился за такую мысль, что множество миллионов людей в такой же ситуации, как я, они не согласны, но они не могут уехать, они не могут говорить, и поэтому я должен быть их представителем, что ли, здесь, голосом, за них говорить. А потом, когда оказалось, что и говорить-то нельзя, то у меня просто не осталось никаких больше вариантов. А как вот складывался твой день? Я просто с ужасом представляю себя на месте таких, как... У меня есть несколько друзей в таком же положении. Вот. И вот, когда я прочел твое интервью, я просто сразу попробовал представить, как бы я... когда ты вообще не можешь слова сказать, как ты просыпался? Что помогло? Очень простой ответ. У меня был план. Я готовил высказывание, я готовил альбом вот этот, в котором абсолютно эскапистский альбом, жанровый. Но с одной песней. С одной песней, где мы с моим другом зарекомендовываем себя как абсолютные короли жанра, а потом высказываемся о том, что мы против войны и видим это так. Это мое ремесло. Это один из выходов, когда ты не знаешь, что делать. Делай то, что ты умеешь лучше всего. Совершенствуйте в своем деле, в своей узкой профессии, когда ты не можешь говорить, стругай табуретки. Вот это такие наши выструганные табуретки. Вот это наша профессия, придумывать колкие словосочетания под гипнотизирующие тяжелые биты. Это то, что мы любим делать, то, что нас впирает. Мы это делаем, продолжаем. Делаем это для себя, потому что нам это нравится самим. Но мы не можем оставаться
вне контекста и считаем так, и высказываемся. Ты описывал очень ярко, как в какой-то момент ты понял, что высказываться уже нельзя, ну, типа, начало войны. Все законы военной цензуры приняты, и ты сказал, что ты заклеиваешь себе пасть. Что ты чувствовал тогда? Мне помогал вот этот план, который я вынашивал. План побега. Копал подкоп. Ты смотрел на там, Оксимирона, Нойза, Касту, которые уехали и заговорили про войну. Как ты на них смотрел оттуда? Ну, во многом завидовал вот этому ощущению легкости говорения. Готовился. Потом мне было неудобно, что я не говорю. Я понимал, что я подгниваю, что бренд Legalize, такого вроде бы правдоруба, подгнивает. Ну, где же ты, что же ты, там, мне все. Ничего не отвечал. Все это пропускал мимо ушей. Делал свой подкоп. Готовился оторваться нахрен вот с нашей вот этой грядки. Мне очень понравилось, как говорит Дмитрий Львович Быков. Он говорит, это вот утроба, из которой надо родиться уже в мир. Уже хватит в ней, ты уже переношенный, уже эмбрион или как там, ребенок уже, да. Уже все, рожаться надо в мир свободный оттуда. Это утроба такая, которая рождает нас всех. Вот я родился неделю назад. Я это четко ощущаю. Те, кто остаются, либо пока, либо на время, рассказывают, что есть такая вещь, когда ты находишь себе оправдание. Да. И даже будучи после войны, у тебя как бы вот принятие того, что режим озверел, что Россия не права, что война преступная и чудовищная, у тебя просто складывается какая-то не знаю, стена оправданий, которая в итоге тебе как бы взгляд вообще меняет на все. Оправдание чему? Ну, оправдание, что все не так однозначно. Они в чем-то тоже виноваты. Путин не так уж и не прав. Ну, вот какие-то такие вещи психологические, капканы один на другой. Просто вот набрасывается на тебя какая-то вот веревка и тянет в сторону. Абсолютно. Ты чувствовал это все? Подгниваешь, да. Начинаешь замечать, что в принципе-то можно и приспособиться. Почему бы нет? Кормить людей, петь будущей мамы, закрыть варежку. А вообще мне советовали там, типа, вообще зигануть. Тогда вообще было бы классно. Кто советовал? Как раз те самые, говорят, что это АП президента, который обзванивал всех организаторов моих концертов и говорил, что этого человека не будет. Мы вам настоятельно советуем, чтобы концерта этого не было. Никогда. А что, собственно, вменяется в вину, что от него требуется? Чтобы он изменил свои политические взгляды. Вот такая фраза мне была прислана. А что послужило триггером для них, что они показывали мне уликой моей вины, моей вражескости, был пост про мой концерт в Киеве. Это 19-й, по-моему, год. Это, наверное, самый лучший вообще мой концерт какой-то, просто волшебнейший. Площадь города, 1004, наверное, людей, красивых, классных людей. Мы поем на русском языке все эти песни. И я сделал пост. Вот мой концерт в Киеве, там буквально 2 года назад. Вот эта вся площадь людей поет на русском языке со мной вместе песни «Моя Москва», песни «Рожденный в СССР» и все остальные на русском языке. Ни одного нациста там я не видел, кроме любви, ничего и поддержки ничего не испытал. Все мои приезды в Киев меня поразили. Я думаю, удержали меня от того, чтобы какие-то оправдания искать, просто потому что я там был, потому что у меня друзья там есть. А пост ты это сделал после начала войны? Да. Ага. И этот пост, как улика, предъявлялся... Не верьте пропаганде, да. Вот мой концерт в Киеве, нацистов я там не видел, потому что я умею все-таки сказать так, чтобы ко мне не доеб... Я не сказал, там и нацистов там нет. Нацисты есть везде вообще, в принципе. Столько нацистов, сколько в России, я думаю, и ты, и я не видели нигде. Один из хитов твоего альбома «Excel» — это песня «Жизнь».
Я правильно понимаю, что все это сэмпл из It's a Wonderful Life? Ага, Уоррен Кромби, ага, группа Black. Ты взял это партизанский или там официальный был договор? Нет, вел переписку, нашел авторов. Это жена автора. Сначала я пытался найти через Universal, потом оказалось, что прошло то ли 20, или 25 лет, и права перешли, собственно, авторам. Потом я списался с ними. Как я понял, эта жена со мной разговаривала его. Она попросила перевод песни. В общем, около полугода была такая переписка, и она очень интеллигентно согласилась, да, разрешила использовать. Сколько это стоило? Нисколько. Просто он в авторах, и половина РАО, я не знаю, на самом деле это происходит или нет, но, по идее, обязаны для него откладывать и им выдать. Вау, за процент? Да. Просто казалось, это же это супер узнаваемый сэмпл, да, это супер известная песня. Да. Мне повезло. Да, и мне казалось, что это либо стоит каких-то глобальных, гигантских денег, либо это партизански подрезано. Ну вот я удивительным образом, они как-то пошли навстречу. Вау. Так вот бывает иногда договориться. Это вот как ты меня спрашивал про will.i.am, как-то у меня так получается, как так на человеческом языке иногда разговаривать, что некоторые люди идут навстречу. Да. Особенно внутри хип-хопа, там вообще мы на своем, на птичьем. В 2021 году Джубили хотел использовать у себя в треке цитату из будущих мам. Лейбл твой запросил у него за это 200 тысяч рублей. Да, это... без меня, сейчас я слышу... Это большие деньги, если что. Цифру. Прям большие деньги. Нормальные. Да, нормальные, с сегодняшними стримингами. Не, Джубили все-таки там не Баста и не Мияги. Я как-то комментировал по этому поводу. Просто ребятам надо было чуть-чуть озаботиться заранее. То есть они по факту уже объявили песню, уже какие-то тизеры на нее зафигачили. И потом им позвонили. Это некрасиво просто с их стороны выглядело. Вообще никто не набрал, никто не спросил. У меня в то время как раз я подписался с менеджмент-компанией, одной с Анакондас и Заточкой, Invisible Management. Они начали свою работу именно следить за соблюдением прав моих. Вот они, понимаешь, не написали письмо, просто надо было озаботиться немножко, да, проявить немножко респекта, как подумать о том, что так просто это не делается. А у тебя не было желания, как просто там более опытному артисту, все-таки для репутации разве не лучше было, объясниться и разрешить? А так ты в паблике, получается, такой рвач, который 200 кэсов потребовал с людей. Нормально, ты имеешь для право. Которых это большие деньги. Ты имеешь право на свою... Они не обеднели точно. Они просто убрали эти песни. Песня вышла. Песня непримечательная, кстати, особо. Во-вторых, я бы, может быть, разобрался бы, поговорил бы с ними. Я презентовал альбом тогда, новая живая программа у меня была. И это было прямо вот в этом процессе. То есть мне кто-то позвонил, я там как краем уха услышал про это. Ладно, я не знаю, там, как ты за, там, ты против. Я говорю, я не очень за. В суете такой получилось. Но я считаю, что это нормально. Это вопрос уважения, что ли. Многим я не предъявлял, там, L1 просто взял припев песни, переделал. Какой? Она меня ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Ничего, ни слова не сказал. Но только в интервью он говорил, что это любимая его песня. Моя, вот это первый отряд. У тебя случился в процессе этих нахождения в России, когда ты, как ты говоришь, готовил побег, у тебя случилось довольно странное событие. Это поп-ММАшный бой против Птахи. Почему ты на него согласился? ММАшная тема вот эта вообще в принципе пошла, она получила развитие. Там у них огромные рейтинги, люди любят, люди смотрят, много денег там вертится. Ко мне пришел один... Саша Пересвет, ему привет, один из менеджеров, который знает все эти федерации, он предложил мне, не хочешь вот звездный бой, там, типа, давай там заработаешь на клип, на какой-нибудь себе, что-нибудь такое.
Я подумал, сказал, а давай, собственно, что? Я же из бойцовых сам. Ты каратист. Очень, очень долго занимался, там лет что-то 8, что ли, полноконтактным карате. Ездил на чемпионат мира в 90-м году во время путча прям. Тоже все такое. На юниорский. Вот, и это мое. А потом, когда тебя запрещают, тебе надо так или иначе искать какие-то способы заработать, и это классно. На один какой-то сходили трэш-ток в какую-то одну федерацию, которая хотела подписать со мной контракт на 3 боя сразу за полгода, по-моему, на 5 миллионов, что ли, рублей. И уже пообещали, что да, берем. Только вот сегодня надо сходить, значит, и сняться в пресс-конференции уже. Я говорю, я не пойду никуда без подписанного контракта. Не, точно, вот утрясаем, сейчас буквально там 2 пункта осталось. Да уже прям вот точно, просто сегодня уже снимаем. Я туда съездил, естественно, они ничего не подписали. Вот, проотвечались, что называется. Потом по разным другим ходили федерациям. Ну, не я ходил, а вот Саша занимался этим. Он от организации имеет просто свой процент. И пытался пристроить этот бой в другие федерации. Но я оттуда, это моя стихия. Тем более в тот момент вот этих всех сложных смыслов, метаний, у тебя есть противник, спортзал, ты готовишься, ты не думаешь ни о чем. Это такой буст здоровья, дисциплины, выход из зоны комфорта, извини, такой, что пиздец, вызов себе, отрезвление, просто по щекам. Типа, а давай, а слабо, а не слабо, просто себе. Очень трудно оказалось найти противника. Нереально практически все отказывались. И почему-то обо мне такие слухи ходят, что я там вообще Брюс Ли, Джеки Чан, который всех убьет. Все отказывались, вообще все. А кто хотел, были, совсем маркетологические, вот кринж как раз. Там, не вариант. А потом у Птахи слетает бой, который у него там долго готовился, там с каким-то другим рэпером. Вот, и мне говорят, а что там, типа, с Птахой? Я такой, я не знаю. И потом вот она, типа, назревает ситуация, вот. У них отменился бой, который должен был быть через месяц. А я уже около года, наверное, мы пробуем разные, все отказываются, ничего нету. Вот прямо сейчас нам, типа, давай. И я такой сначала, да что-то как-то неохота, а потом еще оказалось, что это по боксу. А по боксу я вообще боксом никогда не занимался. У меня в основном ударная техника ногами. И их надо было просто вот так кастрировать, просто весь свой арсенал пополам. Я предложил, давай с ногами, давай по кику, может быть, сделаем. Он ни в какую говорит, нет, типа, что я с тобой буду делать? Ты меня отфигачишь ногами. Вот. Они меня пригласили на пресс-конференцию. А вот как ты насчет вот сразиться? И я вроде как бросил вызов в онлайне. А когда я бросил вызов, то все-таки на его правилах должно это происходить. Он готовился по боксу, никогда не занимался ничем другим. А боксер он неплохой. Боксер он оказался достаточным, чтобы тебя победить? Да, по технике бокса. Ага. Как ты пережил поражение? Нормально, спокойно. Стал сильнее. У меня был месяц, чтобы выучить бокс. Это нереально, это невозможно. Я старше его лет на 5, никогда не занимался боксом. У меня был месяц на подготовку, у него около 2 лет было на подготовку. Боксерских у них долго. То есть объективно это никакие не оправдания. Может быть, оправдания тоже нужны мне. Но объективно я хорошо выступил. Тебе не добавляло горечи от поражения, что ты проиграл человеку, который поддерживает войну? Живя там, по-моему, я тебе уже говорил, и говорил другим, живя там, я старался вообще об этом не думать. Я тогда потерял бы просто вообще всех людей вокруг. Старался не затрагивать, что ли, эту тему, старался к людям одураченным даже относиться с пониманием. Сколько ты получил за бой? Не знаю, могу ли я открывать эту инфу. Ты сказал то, что тебе предлагал другой промоушен за 3 боя 5 миллионов рублей. Здесь было больше. Вот примерно в эквиваленте, если поделить.
и там немножко за опыт скинуть, то да. Ты говорил то, что гонорар был такой, что в Московской области можно было бы купить квартиру. Ты прочитал даже это на спортивном каком-то ресурсе, по-моему, было интервью. Ну да, он сказал в подмосковной, да. Ну, такое семизначное число. Это в тот момент, когда я запрещен, когда у меня нет концертов, заработка, после того, как пандемия, сколько был год, помните, такая была пандемия, когда без работы мои вообще все сбережения вот так были выедены альбомом, на который я ставил, с которым я должен был поехать в гастроли, где я там вбухал вот в клип со 102.0 нормально, там 2 миллиона рублей, по-моему. Потом целый год с лишним все мои сбережения просто у меня выедались вот так вот, с нулем концертов, вообще без заработка. А после этого наступает война, и меня еще везде запрещают. Поэтому здесь такой, знаешь, такой я дрался за жизнь, за возможность уехать, за возможность там родных своих поддержать. Мне это, ну так, меня впирало это по-своему. Но я мог бы отказаться и прожил бы и так. Первый фактор, что мне кайф, это мое, я окунулся вообще туда, вот в незаконченный мой гештальт. Я был очень талантливым бойцом, и мне пророчили хорошее в этом будущее. Все ребята, которые остались, стали там чемпионы, кто Европы, кто у них клубы, они преподают, они там шиханы, уже там какие-то у них там данные, да, на данных, у своей федерации у всех. Вот это мое было будущее. А я был круче, чем все они. А потом я переключился на музыку, просто сублимация такая туда. Я стал каратистом словами, скажем так. Поэтому вот этот гештальт такой незакрытость, незавершенность. Мне захотелось туда вот окунуться, в это вот, почувствовать запах зала и бойцового вот этого ринга, татами. Это очень круто. Это очень адреналин. Я правильно понимаю, что большинство твоих концертов в России в последние годы — это клубные концерты? Вообще большинство. Ну да. Давай объясним разницу. Значит, клубный концерт, есть вариант сольный концерт, то есть когда там клуб на 1500, 3000, 7000 человек. Билетный. Билетный, да. Ты собираешь, ты продаешь концерты. Таким образом. Там, грубо говоря, так выступает Баста, Нойз, Оксимирон. А есть клубные. Это когда ночной клуб нанимает тебя, он платит тебе гонорар, и ты появляешься либо пару раз за вечер, либо один раз за вечер с сетом на 30... Не, у меня с этой, у меня настоящие прямо. То есть это как бы клубный... Полтора часа, да. Ты появляешься, и публика, которая в клубе. Да, пришла в клуб, она отдыхает под... Очень многое пришла на меня, а некоторая еще пришла просто подстраховывать и покупать в баре, устраивать выручку. Сколько стоил твой концерт в последнее время в России? В районе 200 тысяч рублей. Когда ты смотрел на коллег, которые собирают прям большие залы по билетам, ты завидовал? Хочется, конечно, да. С одной стороны, завидуешь, с другой стороны, кайф, что я все это прошел, я все это знаю. Я знаю обратную сторону этого всего, как этого легко можно добиться, как это легко все потерять, насколько легко собрать, когда ты, типа, a thing. Вот. И насколько непросто раскачать толпу, которая просто пришла посмотреть: о, что-то такое помню, давай посмотрим, как он типа работает, старичок. А я их вот так вот просто. Я стал таким стахановцем, таким, знаешь, как эти... Есть музыканты, которые там попсовые на MTV, а есть лабалы, которые там всю жизнь в кабаках. Там, я вот немножко завидовал вот этим... таким ремесленником, прям таким матерым. И я вот за эти там 5-6 лет превратился вот именно в такого. Могу там поднять мертвого. Ты считал, насколько тебе хватит денег? Стремно, но надо верить в себя. Видишь, выживал до сегодняшнего дня в очень
странных условиях, в разных странах. Я неприхотливый, я готов работать, я буду работать честно, я не пропаду. Ну, смотри, ты считал, на сколько хватит денег? Вот если представим, вот чтобы не работать. Ну, немного, конечно. Ну, полгода. Ну, там как бы вывести можно определенную сумму, которую я вывез. Все. Ага, 10 тысяч евро. Я тоже так подумал. Друзья мои, не 10 тысяч евро, а 10 тысяч долларов. У меня отжали 1000 евро на границе. Я в ментовке просидел, чуть не опоздал на самолет. Наблюдал со стороны, и вот Родина меня вот так провожает. У меня отжали косарь, евро, долларов. Ты, когда сидел там, боялся, что можешь не вылететь? Да. Ну да, мне было стрёмно. Я стер все соцсети, вот эти говорилки перед тем, как зайти. Мне было стрёмно, что меня могут не пустить здесь. Как представитель страны агрессии было стрёмно, что меня не выпустят почему-то. Может быть, какое-то дело, оказывается, там на меня сделали или что-то. Было очень страшно, да. Относительно легко, но вот в ментовке вот так я сидел и просто смотрел на себя со стороны и ржал, как меня провожает отчизна. Недорого откупился, успел везде. Это было очень трудный такой. Потом я летел через Турцию, а когда прилетел в Турцию, не работают карты, ничего, я не мог попить и сидел там часов 6-7, наверное. Я не мог взять каталку, значит, потому что нужна была карта для тяжеленной сумки. Я не мог попить, поесть. А у тебя же был налик. Это 500 евро у меня были все. Я специально... Ну, я не сообразил, разменных, в общем, не было у меня. И это никто не меняет нигде, просто no. Я пил из-под крана в тубзике. Нормал. Помылся. Невысокую цену я заплатил, но было страшно. Это был такой какой-то вот прям исход такой. Вообще ловлю себя на вот этой мысли шизофренической, что чем-то хвастаться, что мне хорошо. Вот в тот момент, когда столько людей переживают дикую трагедию и могут погибнуть каждую ночь. Сейчас, например, это Львов, где уже 10 человек, по-моему, да, из завала. Просто не проснулись с утра. Не просыпаются мирные люди каждый день. Дети чьи-то, мужья, жены, родители. А мы продолжаем бодриться, как-то типа дальше жить, поэтому приходится все время оговариваться. Вот. И моя вот эта радость, что я на свободе, вот это вот все, таким кажется все примитивным, ненастоящим. Такими кажемся мы слабовольными по сравнению с Навальным, Яшиным, сидящим, не обоссавшимся, с тем же Ройзманом. Ну, вот это все время вот это вот такая шизофрения, я называю. То есть мы изображаем, что все нормально, а на самом деле все настолько ненормально, как не было никак в самое критическое время для нашей страны, для нашего народа, для нашей нации, для нашего будущего. Ну, уже не нашего, потому что мы отщепились оттуда, из этой утробы. И у нас... Говори за себя. Хорошо. У нас весь мир, а у них всего мира нету. Помнишь, я говорил, что я чувствую себя проигравшим, да? Крах такой своего дела и вот этой веры в светлое, свободное государство, нормальное, как минимум, потерпело полный крах. Но это не я потерпел крах, а государство. Я проживу, у меня весь мир есть. А там будет все печально. Ты не веришь, что будет не печально? Конечно, нет. Россия терпит поражение. Путина сваливают. Ну, тут тоже ничего хорошего. Тоже процесс будет очень такой серьезный. Потом,
Ну, какая-то... Ну, это же просто все. Ну, смута после этого приходит. Это же какие-то исторические просто законы, которые уже началась, вот, все. Армия у этого, армия у того есть. Он просто развернулся. Уголовники на танках сейчас, в котором миллиарды. И которые просто вот так всем показали, что на чем они вертят вообще всех. Президента просто вот так. Алло, кто тут что? Я тут хозяин в этой стране. Я воюю. И уехал обратно, значит. Про мятеж я говорю, понятное дело. Уехал обратно, вот сейчас довоюю, потому что кроме меня-то воевать за вас, идиотов, некому. Понятно? Кто главный здесь. А потом папа вернется сюда, опять к себе домой. И Путин выглядит жалко со всей своей армией, которой нету. Что ты будешь делать, когда деньги кончатся? Они не кончатся, я буду работать. Ты будешь гастролировать? Буду стараться. Мне все равно. Я пойду мыть посуду, я пойду подметать, если придется. Я найду, чем заняться, как выжить. Но я не исключаю, что ребята гастролируют. Я тоже с радостью буду гастролировать по разным странам. Ты не обломаешься мыть посуду? Не обломаюсь. Когда ты вернешься в Россию? Когда Навальный и Яшин будут жить и функционировать как политики в России смогут. Ну, даже не конкретно они, а вот такие люди, как они. Ну, нет, давай пожелаем им все-таки, чтобы это было именно они. Ты допускаешь, что не вернешься в Россию никогда? Да. Да. В 17-м году тоже много кто уехали, которые думали, что все это быстро. В 1917? Схлопнется, да. Да, запросто. Может быть, Северная Корея, может быть, там, Сталинский, Советский Союз обратно. Может быть, какой-то просто Дикий Запад, и там 90-е это вообще покажутся смешными. Единственное, это все быстрее должно происходить, потому что исторические процессы, они ускоряются, как правило. То есть мы пришли, ну вот такой цикл понятный, мы приходим к полному пиздецу, который все видят. Власть экстремально оттягивает и усугубляет абсурд до тех пор, пока этот колосс на глиняных ногах не рухнет полностью. Потом начинается смута, все грызутся, делят, пытаются выжить. Потом что-то начинает получаться, что-то начинают строить, идет рост несколько лет для того, чтобы опять все это проебать. Вот мне так это все выглядит. Вот эти наши круги. Я просто понял, что я один раз пережил это все, а второй жизни у меня нету. Опять там сидеть и ждать всего этого. Нет, я буду жить. Зачем весь мир открыт? Это вообще неправильно. Зачем там сидеть? И финальное. В чем сила? Сила в том, чтобы найти свое место. Найти себя, найти свое место. Мне так кажется. Как ты думаешь, ты нашел себя? Угу. Железно. Отвечаю утвердительно. Очень рад своему месту. И, наверное, самое дорогое, что у меня есть, я благодарен судьбе своей, что я рэпер.